Привет, друзья! Сегодня готовим макароны по-флотски. С детства люблю это блюдо, но не люблю, когда его готовят неправильно. Точнее как, неправильно и правильно — это понятие субъективное, и у каждого этот рецепт может быть своим, но так, как я помню, как его готовила бабушка в детстве, было самое вкусное. А готовила она его из вареного мяса, перекрученного на мясорубке и обжаренного уже с луком, после чего добавляла к макаронам. Если верить книгам и сборникам рецептур, это и есть правильный вариант. Поэтому сегодня так мы с вами и приготовим. Первое, что я делаю, это довожу воду до кипения, добавляю туда соль, перец, лавровый лист и в горячую воду отправляю вариться мясо. Для того, чтобы у нас получилось вкусное мясо, а не бульон. Точнее, бульон все равно будет вкусным, но так мясо останется более насыщенным. Что же касается выбора мяса, то для макарон это обязательно говядина. Мне нравится использовать говяжью голяшку, здесь достаточно большое количество прожилок, мозговая косточка. Все это очень вкусно и отлично сочетается. А после того, как оно будет медленно вариться и разварится, все это превратится в нежные желатиновые связи. В общем, будет очень вкусно. Вода почти закипела, отправляем туда мясо. Туда же отправляю лавровый лист, перец и, конечно же, посолить. Доводим до кипения, ждем, как появляется пенка, и убираем ее ситом. После чего огонь я уменьшу на минимальный, и при минимальном огне буду варить часа 3-4, для того, чтобы мясо стало максимально мягким. И огонь на минимальный. Вот с таким еле заметным побулькиванием я и буду варить мясо. Оставляем его на 4 часа. Если будет появляться пенка, ее тоже можно убирать. По итогу 4 часов я дал мясо остыть в бульоне. И вот что у нас получилось. 3 хороших разваренных куска мяса и много насыщенного говяжьего бульона. Его можно либо оставить и использовать на суп, либо, как я, мы будем варить в нем макароны. Теперь наша основная задача — это подготовить фарш из вареного мяса. Здесь все максимально просто. Уберу кости, нарежу на кусочки поудобнее для мясорубки и прокручу с крупной ячейкой. Убираем кость. Костный мозг можно оставить. Мясо просто нарезаю. По-моему, достаточно хороший объем мяса получился. Прокручиваем через мясорубку. Красота! Мясо есть. Теперь наша основная задача – это обжарить репчатый лук. Делать это в традиционном рецепте на сливочном масле или на топленом. Лук нужно мелко порезать. Включаем сковородку на средний нагрев. И отправляем сливочное масло. И отправляем туда репчатый лук. И периодически помешивая, обжариваем лук до золотистого цвета. И спустя 10 минут у нас получается вот такой шикарный лучок. Теперь туда добавляем наше прокрученное мясо, обжариваем все это вместе. Можно закинуть еще немножко сливочного масла, если вам кажется, что жира там не хватает. Или если, как у меня, мясо было очень постное. А для того, чтобы ваша начинка мясная была немножко посочнее, можно туда добавить немного бульона, который у нас получился. Буквально несколько ложек. В этот момент мясо можно попробовать, если нужно, досолить и добавить перца.
Соли можно немножко добавить. Немножко черного перца. Шикарно. Выключаем огонь, оставляем в сторону и начинаем варить макароны. Доводим бульон до кипения. И нужно его посолить, так как мы будем варить в нем макароны. Для меня стандартные пропорции при варке макарон — это 1 литр жидкости, 10 грамм соли и 100 грамм макарон. Я сегодня варю спагетти, но можно варить соломки, можно варить спиральки. Здесь уже не так принципиально, что вам нравится, то и берите. Макароны, как у меня, до альденте варятся 7 минут, но здесь ни о каком альденте речь не идет, потому что альденте подразумевает то, что макароны у вас будут доходить где-то в соусе и напитаются влагой еще оттуда. Как вы видите, в нашем фарше этой влаги практически нет, взяться ей там просто неоткуда, и макароны останутся внутри сыроватыми. Поэтому варим до полной готовности, в моем случае это 9 минут. И когда макароны готовы, перекладываем их в горячий фарш и перемешать. Казалось бы, максимально простое блюдо как по вкусу, так и по внешнему виду, но для того, чтобы добиться того самого вкуса, стоит заморочиться. Друзья, если рецепт вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк, писать комментарий и делиться этим рецептом с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Также присылайте свои фотографии и отзывы к нам в Telegram или в группу ВКонтакте. Теперь давайте пробовать. Самое главное, прямо из сковородки изгоряча. Это те самые макарохи из детства.